От кого произошли англичане? Жители Туманного Альбиона только в советской кинематографической классике сплошь чопорные и холодные блондины. В реальности Британия имеет одно из самых сложных этнических устройств среди европейских стран. Страна не однажды была объектом захвата и колонизации, отчего ее жители, даже порой выглядящие довольно экзотически, с полным правом могут называть себя коренными англичанами в нескольких поколениях. Итак, кто же родители современных британцев? Население ледникового периода. Британия сравнительно недавно стала островом. Ранее, в ледниковый период, она была частью Европы, а до того ее плотно прижимала к континенту Гренландия, которая также примыкала к западу Европы. Сразу после того, как ледник отступил, тундровые и заболоченные земли будущей Англии заселили кроманьонцы. Небольшой климатический оптимум способствовал тому, что выжить стало легче, и уже оторвавшуюся от континента Британию человек довольно хорошо заселил. Однако завершение этого краткого потепления ознаменовалось возвратом сибирских морозов, и это палеобританское население их не пережило. Англия опустела. Древняя Европа. Следующее заселение Британии произошло гораздо позднее. Доиндоевропейское население Европы, чьими потомками являются сейчас баски, грузины и жители Сардинии, пришли сюда из Испании и Франции. Это были темноволосые люди, небольшого роста, с явными ориентальными чертами, напоминающие жителей современной Южной Италии или Португалии. Они плотно населили остров, основав довольно развитую цивилизацию, однако отличавшуюся миролюбием, что их и погубило. Единственными фактами их присутствия стали дольмены и знаменитый Стоунхендж, построенный как раз первым населением острова. Индоевропейское нашествие. Из степей Причерноморья на запад двигались люди, повозки и колесницы. Имея железное и бронзовое оружие, умеющие обращаться с лошадьми, индоевропейцы не имели себе равных соперников и сокрушали иные племена легко и непринужденно. Завоевав и истребив доиндоевропейское население Франции и Испании, они обратили внимание на Британию. Высадившись на остров, эти кровожадные и агрессивные чужаки отняли у аборигенов их земли и начали этнический геноцид. Этот постыдный факт следует из анализа генетики. Везде, где имело место нашествие индоевропейцев – Иран, Индия, Греция, Британия – мужские ветки представлены только индоевропейцами, а вот женские есть и местного населения, у потомков. Значит, завоеватели истребляли или лишали возможности оставить потомство местных мужчин, а женщин брали как наложниц или жен. С тех пор пришельцы стали кельтами и бритами, составлявшими большую часть населения, а потомки аборигенов уцелели лишь на периферии, в Уэльсе, Шотландии и Ирландии, став пиктами и скотами, но неуклонно растворяясь в кельтском мире. Римское владычество. После неудачной попытки Цезаря закрепиться в Британии, Рим все же стал владыкой острова, приведя кельтские племена к покорности мечом и огнем. Римляне строили города, виллы и термы, раздавали знатным кельтам титулы, отчего те быстро романизировались и стали смешиваться с римлянами по крови. Постепенно быть кельтом становилось немного позорным, а вот провозглашая себя римлянином, неофит получал больший вес в обществе. Новое население из Южной Европы прибывало на остров впервые с бронзового века, добавив в генофонд англичан весомую долю южноевропейских генов. Кроме римлян, в Британии активно селились евреи и жители Карфагена, преследовавшие торговые цели. Даже отряд из 5000 сарматских всадников был поселен в Британии и, возможно, стал прообразом рыцарей круглого стола короля Артура, присовокупив еще и индоарийские гаплотипы R1 и традиционным западноевропейским. Нашествие германцев. Упадок Рима вынудил его отозвать легионы из Британии, и на слабые, но богатые земли быстро положили глаз соседние германцы – англы, саксы и юты, жившие в Северной Германии и Дании. Их вторжение на остров стало неожиданным, а натиск столь суровым, что остатки римлян и кельтов не смогли помешать им захватить всю страну, переселить туда сотни тысяч людей, а затем поделиться на мелкие царства и начать яростные междоусобные войны. Так впервые в Англии стал доминировать германский этнический элемент. Нашествие норманнов.
Спустя 300 лет по тем же самым причинам – богатство края и слабость его мелких княжеств – на Англию стали покушаться викинги. Начав с мелких набегов, они перешли к полноценному переселению. Благо английские феодалы часто нанимали их для охраны от других викингов. Германский элемент окончательно стал доминировать в Британии, вытеснив на окраины уже кельтское население. Нормандское владычество. Битва при Гастингсе, где франкоязычная армия жулика, но по титулу герцога Вильгельма Нормандского разбила армию англичан, стала началом длительного господства в Англии выходцев из Франции. Французский язык стал языком знати, английским был под негласным запретом, что сказалось на его фонетике и правописании, впитавшем огромный пласт французских правил. Но в этническом плане это мало повлияло на генофонд англичан, так как сами нормандцы были лишь 2 поколения как французы, а до того были все теми же скандинавскими викингами, которых привел туда Рольф Пешеход, ставший прообразом Ролла, брата Рагнара Лодброка из сериала «Викинги». Колониальный период. Британская империя, где никогда не заходит солнце, была крупнейшим государством в истории человечества. А это означало, что в страну не только привозили товары со всего света, но прибывали и представители самых экзотических народов. Не все из них пускали корни в Британии, но все же нередко можно встретить англичанина с бабушкой-индианкой, креолкой или африканской. Сейчас процесс этот усилился из-за постоянной миграции в страну выходцев из стран третьего мира. В итоге нынешние англичане-блондины зачастую потомки германских племен, завоевавших Англию от саксов до нормандцев. Англичане-брюнеты могут быть остатками доиндоевропейского населения, потомками римлян или евреев, а еще более экзотические варианты населения Британии могут иметь самые причудливые корни из стран Африки или Азии. Если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И не забывайте писать свои комментарии.